Так, всем привет. Как меня слышно? Есть кто в эфире или нету? Всем привет. Есть кто в эфире? Вижу, один человек подключился. О, привет, привет. Как дела у тебя? Так, сегодня будем заниматься детейлингом автомобиля снаружи и снутри. Будем чистить сиденья из алькантары. У меня нормально. Где ты находишься? Какая у вас погода, интересно, сейчас? Есть большая. Какая именно страна? Это Нидерланды. Север практически. О, привет, Софтел. Ты откуда? Сегодня будет детейлинг салона моего автомобиля Volvo V40. Волынка. Волынка. Volvo. Волынка Volvo V40. Словакия. Ну, не так далеко. Где-то 1500 километров от меня. Да, прикольная. Так, могу показать. Так, вот. На широкий угол. Я на мойке уже был. Помыл машину. Осталось там сделать детейлинг салона, дисков колесных, ну и так далее. Я на мойке самообслуживания обслуживаюсь постоянно. Так какая она чистая? Тут очень большой кожный жир в самой алькантаре. Кожа-то хорошая, но алькантара, это боковое сиденье так себе. Но водительская тут уж очень уже засаленная. Будем пробовать химией. Да, особо никого не вожу. Вот. Химия. Кофе. Ни разу не пользовался, не чистил салон. Ну, попробуем. Говорят, вроде профессиональная. Не, авто не пора менять. Авто еще послужит очень много лет. Вот разбавил с ней 5, 1 к 5. Будем пробовать, как по инструкции написано. Так. Ей в этом году будет 11 лет. Не новая, уже так далеко. Ну и не старая сильно прям. Нет, Кох Хеми, каким моет спиритом, ты шо? Это очень нежная ткань, дорогая.
Думаю, мало. Придется больше. Ткань алькантара. Ну, бук там по-простому. Ну. По автомобильному сленгу алькантара. Это центральная часть, бока кожа свентилируемая. Ну, возить собрался, пока не знаю кого, никого я особо не вожу, блин, ну, все равно должно быть всегда чистое. И свое помою, ну, не знаю, как правильно этим заниматься, но что сделаем, то сделаем, хуже точно не будет. Главное, чтобы не осталось никаких разводов, это самое печальное будет. Высохнет быстро высохнет. Я еще его не водой заливаю полностью. На солнце быстро высохнет. Сейчас вот солнышко уже чуть-чуть появляется. Как часто мою? Мою первый раз за сколько? За чуть больше года, за 1,5 года. Сиденья. Алькантары никогда не было, были только кожаные сиденья. Ну, на предыдущей машине Volvo V50. Алькантара очень деликатная к этим делам. Ну как это не надо мыть сиденье? Сиденье обязательно мыть. Ухаживать за салоном, за автомобилем нужно очень тщательно. Я даже колесные диски там полностью вымываю до блеска. И керамический слой наношу. Ну, алькантара это бук по-простому. Это комплектация такая, ну это самых дорогих комплектаций сиденья. Сначала идет обычный велюр, самый дешевый, как, ну, как дешевых, например, французских машинах там, и так далее, в корейских. Потом кожа, вентилируемая кожа алькантара, кожа напа, ну, это уже самая топовая кожа напа. Думаю, будет только польза от этого. Не, какой дермантин? Не-не-не. Volvo не использует дермантина, ничего такого подобного. Volvo V40. Сейчас буду пробовать свое сиденье мыть. Сейчас открыл дверь, будет чуть, конечно, ветрено. И звук может не так хорошо воспроизводиться. Вот здесь вот сильно видно засальность по бокам очень большая. Хотя за автомобилем очень хорошо ухаживали. Никогда не курили. Был всего один хозяин. Бережно относились. Ну, можно сказать, в идеальном состоянии. Китаец. Хотел бы китайца современного, но пока средства не позволяют. Но в будущем, если будет больше зарабатывать и откладывать, то куплю, конечно, нового китайца лучше. Но уже электричку полную. Почему не возят?
Всем привет, кого не видел и слышал. Подписывайтесь на канал обязательно. Здесь будет очень много контента автомобильного и не только. Буду рад всех видеть. Так, еще попробуем нанести слой. Вот здесь, возле ручника, самое, конечно, печальное место. Потом высохнет, попробуем еще сухой тряпкой протереть все. Чуть подсохнет. Я из Украины. А ты откуда? Не, нас не игнорят, но я же занимаюсь своим делом, я не могу быстро так все отвечать на вопросы. Ну, так, да, так и представляю, можете отвечать. Одновременно смотреть на телефон иногда и отвечать на ваши вопросы. Задавайте, кому что интересно, у кого какой автомобиль, транспорта, мототехника или вообще нет автомобиля. Говорите, как есть. Так я отвечаю, вы спрашиваете, что отвечать. Ну, кто чем увлекается. Может, каким-то видом спорта, например, там, автоспортом, тюнингом, ну, и так далее. Ручник, ну что его мыть, ручник? Ручник я мыл, ну это не то средство, чтобы его мыть. Ну. У меня тут комплектация R-Design, кожаное сиденье, кожаный руль, кожаный ручник обертками, подсветка ручки коробки переключения передач с подсветкой, такое не часто бывает, ну и так далее. Сиденье алькантара плюс вентилированная кожа. Не, на СТО не работаю, но на мойке работал 4 года. 4 месяца, то есть не 4 года. Мыл грузовые автомобили, фургоны там, ну, и иногда заезжала легковая техника. Так что за этим есть опыт чуть небольшой, так скажем. Ну, на работу мойки не хочу идти. Там, где был, там не очень хорошее впечатление после того, как ушел. Хозяйка не очень хорошая была. Сейчас попробуем протереть ту сторону. Телефон упал, не закрепил. Сухой тряпкой. Думаю, эффект должен быть положительный.
платили, ну это был 23-й год, ну, платили, я не помню, где-то 10,68-11 евро в час. Ну, минималка. Привет. Привет, Евгения. Ты откуда? Да, хозяйка на мойке. У нее и мойка, и СТО свое грузовых автомобилей. Женщина уже, ну, порядка 70 лет. Ну, на мойке мне платили ставку в месяц. А не понравилось, потому что хозяйка иногда дурила на зарплате и так далее. Там, говорила, что ты не работал там и так далее. Отработал там почти месяц, последний, как уходил, отработал 3 недели, она заплатила всего за 1,5 недели. Ну, такое. Ушел и не жалею после этого. Так, ну здесь вроде бы... Привет, Евгений. Привет, привет, ты откуда? Подписывайся обязательно. Здесь будет очень много интересного контента. Так, сейчас мы переходим наружу. Будем заниматься колесными дисками и резиной. Вот мой комплект. Это для очистителя диска. Удалять все следы, там загрязнения и так далее. А это турбовакс для блеска резины и лучшего его сохранения. Это я работал 2 года назад, даже уже сколько, 26-й, даже 3 года назад уже получается. Ну, официально работал. Здесь неофициально не получится. Да не, какой тряпкой с пола кресло сидит. Не-не-не. Ни в коем случае. Сейчас попробуем. Так, резина Michelin Pilot Sport 5. Спортивная. Будем пробовать сейчас диски сначала. Мыть, обработаем их спецсредством. Сам суппорт тормозной. Вот сейчас немного постоит. У резина стоит, уже не помню сейчас, примерно 110 евро колесо. Это в том году было. Это с размером 18 на 18, 225 на 40. Вот. ZR-18, специально усиленная корд и боковина для хорошего зацепа и меньше повреждений, потому что спортивная. А каким 11? Это уже второе средство для колесных дисков. А в салоне я другим мыл. Я разбавил славного. Сейчас будем одной протирать, доводить до блеска, как я люблю полностью диски. Это самое важное в автомобиле для вида, я считаю. Так, тормозные диски у меня Brembo экстра стоят, 300 миллиметров. Менял не так давно, ну, месяца 2 назад. Решил побольше поставить чуть. 320 не получилось, потому что зимняя резина маленькая на 16. Но когда 320 с трудом влазят, камешек прилетит и будет потом трындец. Но эффект получил отличный.
Нет, конечно, у меня разные диски на 16 и на 18. Зимой на 16, летом на 18. Зимой зимняя, летом летняя спортивная. Ну, спереди спортивная, сзади обычная. Мишлен, только дорожная, ну, версия не шумная такая, для комфорта. Передняя Мишлен Пилот Спорт для хорошего зацепа в поворотах, ну и так далее. И на разгоне. Так как люблю спорт, увлекаюсь картингом чуть. Так езжу, конечно, ну отношусь аккуратно очень. Средства рекомендую вот AG Running. Это профессионально я интересовался, ну очень хорошее. Много разных было для колесных дисков, но это пока из топ из топов. Ну, это практически на ресторанном, да, Мишлен это ресторан, сеть ресторанов родом из Франции. И резина родом из Франции. Это самая, ну, можно сказать, самая топовая марка для гражданских автомобилей. И не только. На Porsche 911 GT3 стоит Michelin Pilot Sport Coupe 2. Это уже резина чисто под Porsche, она идет с ними из завода, ну, рассчитана полностью инженерами и так далее. Так, сейчас чуть протерли, потом еще раз будем. Сейчас будем наносить средства вот, Total Wax. Вот. Porsche GT3 стоит дорого, минимум 300 тысяч евро, 250, 300 и более. Смотря в какой комплектации. Так, дадим чуть постояться. Так, на Volvo не такая. Michelin Pilot Sport 5 на Volvo стоит. А Michelin Pilot Sport Coupe 2 это стоит на Porsche GT3 RS. Там уже полуслики. Это обычная спортивная, там полуслики. Еще бывают слики. Слики это как на Формуле 1, на картинге, там полностью слики. Резина без протектора. На Porsche ездить это я не знаю сколько нужно зарабатывать. Внедорожник? Нет, это не внедорожник, Volvo V40. Ну, розовая в тренде. Разные цвета есть в тренде. Главное не тренд, главное качество. А Total Wax это, я скажу, топ бренд насчет резины, обработки. Бобр, откуда ты? Подписывайся обязательно. Здесь очень много интересного контента, автоконтента. Больше всего. Так, сейчас еще постоит чуть. Пены много, наверное, налил. Слишком. Авто полностью я брал в Нидерландах в том году, в феврале. Вот авто полностью. Убрал как новую, да, выбирал максимально в топовом состоянии, с прокуренным салоном и так далее. По ходовой, чтобы была отличная, цвет нравился. В первую очередь колесные диски и цвет. Ну и салон сам. Ну. Двойной выхлоп стоит. Редизайн. Сколько прет, я не пробовал много, быстро ездить слишком. Вот. Максимум 200 километров, больше пока не рисковал. Ну, это в Германии на автобане, да, можно. Ну, когда-то попробую. Это максимум, надеюсь. Какого года я дизайн?
конец ноября 2015 года. Модельный 2016. В 2016 уже пошел рестайлинг Volvo V40, так как там уже обновлена передняя световая оптика. Чуть-чуть изменена решетка радиатора. Вот. Необычного веса. Дизайн таких не сильно много, особенно задний спойлер. Таких вообще одна на 1000. Мотор стоит 2.0. Дизель. В стоке шел RR. RR это R-дизайн, это специальный обвес. Есть обычный обвес R-дизайн. Есть обвес такой, как у меня, ну, очень редкий, с таким вот спойлером, с ребрами жесткости. Вот, особенно в основном идет обычный спойлер задний. Плюс боковые обвесы, это тоже в R-дизайне редкость, это дополнительная комплектация. Вот. Это резина я уже потер чуть раньше. Вот керамикой наносил в том году. Диски и полностью весь кузов. И вот обвес еще нижний. Какой стоит 2-литровый. Привет, Виталий, ты откуда? Подписывайся обязательно на канал, здесь очень много интересного контента. Но Volvo, потому что надежность, экономия топлива, можно сказать, мировая, первое место по экономии. Тем более я брал 2-литровый специально, 120 лошадиных сил, чтобы чуть меньше налог платить. Потому что тех, что помощнее, там уже на 50-60 килограмм тяжелее. А в Нидерландах, чем тяжелее автомобиль, тем больше налог. Тут объем двигателя все равно какой брать. Главное вес автомобиля. Потом сделал с ним через месяц чип-тюнинг Stage 1 120 на 177 лошадиных сил. И 280 крутящего момента было ньютон-метров. И стало 370. Ну, Мерс тоже классная машина, но не очень надежная и дорогая в обслуживании. Сильно дороже, чем Volvo. Volvo недорогая, потому что на платформе Ford Focus C1 стоит. Много чего с Focus из Mazda 3 подходит. Только чуть-чуть совершенствована, лучше для Volvo сделана. Так, сейчас протрем пока мокрой тряпочкой это все дело. А потом вот скрасил сам тормозные суппорта. Плюс наклейки Polestar. Polestar это спецподразделение Volvo было сейчас отдельно, которое делает чуть лучше комплектацию, коробку передач, ну и сами настройки двигателя улучшенные. Но там только на D3 моторе, там где 150 лошадиных сил, и D4, там где 190 битурбо. В планах, конечно, было D4 купить, но не было подходящих для меня по цвету, по комплектации и так далее, по состоянию. Они все там не сильно в хорошем состоянии. Там можно со 190 лошадиных сил до 240, до 260 со стейджем 1 без ущерба ресурсу двигателя. Volvo возят. Volvo это где? Это сейчас Нидерланды. Volvo возят везде вроде. У меня даже само меню на русском, таблички все там на английском и на русском. Под капотами так и так далее. Инструкция в книжке тоже на английском, русском, там еще какие-то языки.
Так что возят и возили. Тем более сейчас владеет. Жили марка Volvo. Неполноценно, но там больше много процентов акций. В каком смысле ограничения в ЕС 50 километров? Не знаю ограничений, нет камер, нет ограничений. 50 километров это по городу только ограничения, а за городом? За городом 100, 120, 120, 130 с 9, 7 вечера, с 19 вечера до 6 утра. 120, 130 можно, там где 100. Не китаец, потому что китаец сильно дороже. Китайцы хорошие пошли только 2-3 года назад. Раньше были китайцы не очень, сейчас там топ во всем. Не считаем уже управление, еще там не дотягивает до BMW, там Porsche, конечно, сильно, но во всем остальном за город иногда езжу, но не так, чтобы часто. Летом буду чаще выбираться, так сейчас много автоспортивных соревнований, выставок, мероприятий, там по тюнингу, по всему, там концерт недавно ездил на группу Iron Maiden в Амстердам, это там 170 километров. Китайцы дороже, чем бэушная Volvo, я имею в виду. Китайцы, если дороже, чем остальные, там, ну, хороший китаец будет стоить, ну, минимум 30-40 тысяч евро, минимум. Город Заутгорн, Нидерланды, провинция Гронингем. Вот. Так, сейчас помоем правый колесный диск. Сложное название? Не сложное. Заутгорн. Ничего сложного нету. Для начала может сложное кажется, а потом не очень. Но если ты правильно напишешь на гугле, если ты попробуй загуглить, ты можешь неправильно написать. Это я так по-нидерландскому. Заутгорн. По-английски я не знаю, как читается английский, не знаю язык. Зюитхорн. В гугле переводится как Зюитхорн, но это неправильно переводит, там все названия неправильно переводят. Так, теперь... Ну а как я буду на штатив поставлю? Ветер 20-25 метров в секунду. Буду улететь весь штатив. Любой штатив улетит. Это надо большой для фотокамер, тяжелый. Ну, нету пока. Нет, это у меня хэтчбэк. Горячий хэтчбэк. Универсал был перед этим. Не нужен мне такой багажник. Лишний задницу катать. Сзади. Так, это для блеска наводим и для сохранности. Люблю, когда выделяются потоки. Так я ее не смываю, это все, оно и так все спитается и все. Смывать я вытирать буду, да. Пускай питается минутку хотя бы. Ну, похоже на универсал, да. Оно и пишется как универсал, типа изначально. Нет, для сохранности в гараж, чем больше машина стоит, тем там все заржавеет, это не очень хорошая идея. В гараже может, а если на улице, тут гаражей ни у кого практически нет, я не видел тут гаражей, очень мало их. Всех машин на улице стоит, тут гараж это большая роскошь, очень большая. Максимум накрытие какое-то на улице и все. На 50,
На 50, чтобы потом в цене подорожало только. Смысл машины. И это если есть запасной автомобиль, тогда да. Но у меня запасного автомобиля нет, он мне ни к чему. Ну, без гаража, потому что недвижимость очень дорогая в Нидерландах. И места очень мало. Все ограничено. Дом возле дома стоит притык. Особенно многоэтажки, там полностью притык дом возле дома. Там нету никакого расстояния. Там все склеенные. Ну, как страна большая. Страна маленькая, Марин. Страна чуть больше, если сравнивать с Украиной, там процента на 3 больше, чем Одесская область. Там вместе с островами. В Нидерландах 5 островов. Небольшие. Тут максимальное расстояние 300 или 320 километров от самого севера до самого юга. Где до Брейда, до Бельгии. Ну, чем Люксембург, конечно, больше, гораздо больше. Там сравнивать Люксембург. Люксембург самая богатая страна в мире. Там бесплатный общественный транспорт и так далее. Ну, дорого жить там. Там немцы и нидерландцы ездят в Люксембург. Только поработать и возвращаются домой. Потому что там очень дорого жить. Цены большие и так далее. Только из-за того, что это общественный транспорт бесплатный по всей стране, это единственный плюс. Ну, а мне белый тоже раньше не нравится, сейчас понравился. Потому что не так сильно вымазывается белый цвет. Вот. А черный только не успел выехать, и уже сразу грязная машина. Сейчас теперь сухой протрем. И видно все плавные линии на машине, на черной ничего не видно мне. Здесь мне понравилась машина из-за плавных линий, из-за самого силуэта, за очень крутой дизайн, я сказал бы. Обвес в первую очередь, диски обвес еще. С таким обвесом, ну, тяжело машину найти за вменяемые деньги, и вообще тяжело найти. Не продаются, так и вижу, ездят, но не продаются. Да какой оранжевый? Нет, это цвет Полистар, еще цвет автомобилей Полистар еще тех годов, 60-х, 70-х. Ну, битум накрыли, какой битум? Тут битума никакого нету, какой битум? Вот. Нет никакого битума. Ну вот слегка здесь вот. Если то не битума, так непонятно. И все, битума здесь так это не Украина, какой битум. То запрещают по дорогам ездить, если там что-то будет такое. Сразу знаки поставят и все, нельзя ездить, пока не высохнет там. У вас смотри, ремонта дорог нет, как не пойму ничего, у вас ремонта дорог нет. Ничего, я не знаю, не видно смолу, что смола. И вот только здесь вот чуть-чуть. И то оно не отмывается, я не знаю, это как напыление, я запробовал разными средствами, ничего не отмывается. Зато на белом цвете видно серебряная жесткость и все остальное. Вот, на камеру может так не сильно все заметно. Дверь ударил? В каком смысле дверь ударил? Не видел я, где дверь ударил. Где скол на двери? Нету нигде, вообще нигде не битая. На задней двери скол. Там муха сидела только что. Где скол? Где на торце скол?
передней части? Где в передней части скол? Ну, нет, никаких сколов, никаких ударов, ничего нету такого. Я бы не покупал машину, если даже хоть какие-то там царапины были. Но я очень проверял, к этому должна быть полностью в идеале машина. Оптика должна быть не рыжая, не выгоревшая и так далее. Все должно быть. Ему показалось, это точно ему показалось, да. Ага, походу решили разыграть, но не получилось. Я свою машину знаю, точно. Так, могу открыть подкапотное пространство. Передняя пассажирская дверь, не, вроде передняя не видит. С правым передним крылом что-то там делали, да, но передняя дверь не менее, наверное, 100%. Ничего такого. Вообще. Не знаю, по стукам. Нет, все вроде в идеале. Я бы увидел, если бы это было менено. Состояние было в идеале. Вдруг утопленник катал. Здесь такого нет, какой утопленник катал. Это не Америка. Откуда утопленник? Если они делаются здесь, в Бельгии, город Ген, по соседству. Она всю жизнь в Нидерландах приехала с первого своего дня рождения. За утопленников не может и речи быть. Так. Сейчас поставим на место все. На обслуживание, я не знаю, какие обслуживания ТО. Я ничего на ТО, на техосмотр никогда не вожу машину, я сам все делаю. Это единственное, что вожу, замена резины, раз только менял заднюю резину. И год техосмотра АПК. Он стоит в районе что-то 20 евро. И все. Так топливо заправляю и все. Плати налог, страховку и так далее. Ну как обычно, как везде, как во всех странах цивилизованных. Пригнать такую в РФ, Казань. Не знаю. Я машины не гоняю и никогда не гонял, не занимался, не знаю как эту процедуру. Почем? Страховка сейчас около 60 евро в месяц, там 58 с копейками. Налог просто большой на дизель. Вот это единственный минус и все. Бензин дешевле, но бензин сильно больше расходно, как я бывает много езжу, мне выгоднее дизель. Тем более это двигатель. Могу капотку показать. Вот. Поставил спортивный воздушный фильтр. Налог за автомобиль. Налог за автомобиль в парку 3 месяца 420 евро. Бензиновый будет где-то. Вот, так как дизель меньше, дешевле стоит самотопливо, меньше расход процентов на 30, я выбрал дизель. Чтобы не было никакого головняка, главное надежность. ВИА двигатели самого последнего поколения.
будет новая. Да, чистый, он изначально был чистый. Машина в состоянии была очень ухоженная. За ней очень сильно следили. Ну, двигатель там пару раз протирал и все. Ну, всегда такой. Здесь пыли нет в Нидерландах, здесь постоянно, а где бы ты ни ездил, всегда будет пыли никогда нет. Под капотом всегда чисто. И все дороги, какие есть, я его не мыл. Он всегда такой. Я его просто протирал иногда, да, протирал, но сейчас мыть не мыл. Ни разу. Вот есть Castrol. Рекомендованное масло Castrol. Recommended by Volvo. Рекомендовано Volvo, даже по-русски написано. Вот. Так что в России без проблем их очень много дают. Volvo везде много, но потому что она самый надежный автомобиль в мире, можно сказать. Тем более это самое безопасное. Здесь сейчас есть подушка безопасности и airbag для пассажиров. Вот, покажу тем, кто не знает. Ну. Airbag. Это для пассажиров. Если при лобовом столкновении, чтобы пассажир, если будет падать, чтобы было мягко, как бы сказать. Такого до 2013 года, когда она даже в 2012 начала первые модели появляться, такого не делал никто. На сегодняшний день не знаю, есть ли у кого такое, ну, это чисто лицензированное. Вот еще табличка. Это хладагент, такой кондиционер и так далее. Так что тут все можно сказать в идеальном состоянии. Здесь нету, у нас в таком состоянии, только в салоне. Да почему в салоне нет? Наклейки на русском, потому что на русском, международный типа язык на русском. Английский, русский, и меню есть на русском, все есть, все на многих языках, ну, на каком должно быть. Для простоты пользования, потому что эксплуатировалось, много покупает в России, очень большой процент экспортируется в Россию изначально. На каком пока в салоне? Чтобы взять в Нидерландах авто на такое авто минимум в день будет стоить 100 евро. Дай больше. Есть все-таки на английском. Так на английском и на русском. Recommended by Volvo. И еще там на каком-то. На нидерландском, на английском и на русском. И, наверное, на испанском. Я не знаю, как сейчас экспортируется или нет, я за этим не сильно слежу. А что сейчас экспортировать? Она же не новая, это же не новая модель. Она последняя Volvo V40 вышла аж в 2020 году. Из-за того, что на этот кузов невозможно поставить гибридную установку. Так бы ее еще выпускали, если бы, например, установку как на V60 гибрид, там можно поставить. Так. В каком смысле, Марина? Бывает, конечно. Частей бывает. Но может нет, мало кто так следит. Нидерландцы такие, как американцы, засранцы. У них в машине, у нас в Корее там, или в свинятнике лучше, чем у них машины. Они очень грязные, им по барабану на чистоту. Но я очень скептически отношусь к этому. Это в первую очередь. Так. Да, конечно, знаю, кто долго туда это наездил. Девушка с мужчиной. Семейная пара ездила. Она часто ездила в Германию. Вот. Из-за этого машина в основном эксплуатировалась не в городском режиме. Из-за этого она сохранность очень хорошая.
не знаю, что не видела таких автомобилей полно. В Азии много, в Нидерландах кучу, больше всего в Бельгии, конечно, в Германии, во всем мире. В России, там, например, или в Америке, там больше внедорожники любят. XC60 это такая самая ходовая машина считается. V60 предыдущих поколений, да. Не спал с ней. Познание, потому что очень хорошие ребята, блин, и рассказали много про машину. Да и так видно по состоянию, что ухаживали, что... Вот. У нас такой мост на МКАД. Ну, может и похожий, да, на МКАД. Не знаю, не был. Так, сейчас проедемся еще, покажу вам окраины Нидерландов, не город, а так луга, поля, если кому-то интересно. Так, собачки. Так, тут ограничение по городу 30. Маленьких городах, а так 50-60, если уже чуть-чуть не в самом центре едешь. Не бездомные собаки, с хозяевами шли. Почему бездомные они? Бездомных я тут и не видел, собак, ну, редко встречается. Их сразу в приют отправляют. Да, цивильно у нас очень, особенно качество дорог, ну, тротуаров и всего. XC90. Да, я не ездил на XC90, но я представляю, какая мягкая. Какая XC90? Первого поколения или второго поколения? Подвеска в меру комфортная, так скажу. V60 там или V70 будет, конечно, гораздо комфортнее, но мне больше рулежка интересует, повороты и все остальное, такая, чтобы была сбитая острым рулевым управлением. Чтобы купить комфортную машину, слишком большие налоги. Ну. И она мне не нужна одному, зачем она мне, блин, ну, большая машина. Прерывается полоса. Ну, прерывается, потому что ограждение там посередине дороги. Ну, если не видел такого, увидишь. Здесь многое, может, кто не видел. В каждой стране разные там ограждения и так далее. Дороги здесь очень узкие, две машины бывает еле проезжают, особенно между маленькими проселочными городами. Как машина ускоряется по сравнению с Lamborghini. Это какой Lamborghini Diablo, это совсем разные ценовые категории Diablo. Так себе, 7,5 секунд всего до 100, ну не быстро. Хотелось бы побыстрее.
где-то 7,5, ну может не 7,5, а 8, так как в стандарте 10,5, и Stage 1 с чип-тюнингом примерно около 8, потому что 150 лошадиных сил 8,5, а 77-180 где-то около 8. В основном из-за большого крутящего момента. О, не, для каждого подписчика на красный, если я пролечу, то штраф будет, я не знаю, 300-400 евро как минимум, если не больше. Ну да, около 300 евро. Женщина одна говорила, она с красной проехала, 300 с чем-то евро штрафа. И лучше уже превысить скорость, это на 35 километров, это тоже будет 300 с чем-то евро. Каждое превышение 1 километр в час в среднем 10 евро стоит. Ну, подписался, давай на красный, теперь я должен, ну, ну не насколько на красный, ну. Не, насколько я нарушать не буду на красный. Превысить скорость могу, там где нет камер, например, но ехать на красный свет, это уже слишком. Давай, за что голосуем? На красный? Не, на красный точно не соглашусь. Не. Ребята. Давай все подпишемся. А ты на газану. Да. Сейчас попробуем газануть, не знаю. Или спидометр снять, но тут сильно извилистая дорога, одной рукой очень проблемно будет. Ну вот газанул. Ну вот 110 разогнался. 120. 130. Ну это уже практически как на картинге, в принципе. На V60, на V90 так не получится. Сильно будет заваливаться. Ну. Не ушибся, нет. Не уебся. 140 не уебися, нет. 140 я уже тут не буду рисковать. Я без не насколько укомплектованный кузов, чтобы 140 здесь 120, да, попробовал. Хорошо, что еще тормоза хорошие, но ничего не стандартные. Прикольно, да, прикольно. Не, менты дальше не стоят, я увидел. Привет, Георгий, я так понял. Я читаю, но я не успеваю все читать, уже пошло сильно активный чат. Вот едет какой-то мотоциклист, но не полицейский, видимо. Менты здесь редко стоят, это очень большая редкость, чтобы менты стояли. Пока за сколько, за 4 года меня ни разу не тормозили. Нужно делать умное выражение лица, никто тебя не будет тормозить. Ну. Они стоят там раз в 3 месяца, может где-то и стоят, но
Здесь такого, как у нас, практически нету. Ну, стоят, да, если стоят, то прячутся зачем-то, за поворотом где-то, за каким-то там кущом, ну, как везде. Я думал, в ЕС такого нет, оно везде одинаково. По налаженной схеме. Штрафы были за парковку раза 2 и за превышение на 3 или 4 километра. Раз на 3, раз на 4, все. У меня стоит навигатор TomTom Go. Это чисто для Нидерландов, но для стран Бенилюкса. Вот, и там все камеры и ограничения, все стоит. Ну, это никак на Google ничего не покажет, а TomTom Go или другие там радары и навигаторы специализированные. Там показывают сразу все. Любое изменение, превышение и так далее. 3-4 превышения, да, 3-4 превышения штраф. 3-4. На 3-4 километра превышения. Конечно, штраф, ну. Надо было там ехать 30, я ехал 33 или 34. Это по навигатору, по спидометру, понятно, чуть больше, ну. У нас бенз, я не знаю, я там на 10 центов вроде дороже сейчас подешевело сильно, там 2,15 примерно бенз, это если по городу, если за городом на 20-30 центов дороже, как обычно, ну. Модель авто Volvo V40. Проблем никакие. Какие проблемы? Безлимитное количество, что бензин, что газ, что дистопливо, все сколько хочешь, сколько покупай. Но есть некоторые заправки, я встречал, что там максимум написано 200 литров. Вот это единственное ограничение. Но это там пару заправок таких только. Но 200 литров это почти 4 полных бака, как у меня. У меня бак 52 литра, небольшой, но 4 бака. Как я заправлю, например, 4 бака. Если бака хватает, если по городу где-то километров на 900, 850-900, ну около 900, то за городом где-то на 1050-1100, если неспешно ехать. Вот реальный средний расход топлива по городу и за городом 5,1 сейчас. Откуда топливо в ЕС? С разных стран. С России, там много с России в основном. С Ближнего Востока, ну я не знаю, откуда топливо в ЕС. Больше всего с России. Не, это не малолитражка. Чуть больше малолитражка. 2 литра объем, это уже практически средняя. Малолитражка это до 1,6 литров. И класса А класса, Б класса, это малолитражка А класса. У меня автомобиль С класса. Почему такой расход? Большой или маленький? Не, у нас не всегда так облачно. Это последнюю неделю. Обещают послезавтра уже солнце. Так, повернем направо. Я еду, направляюсь в сторону дома. Еду по Нидерландам, показываю окрестности. Ближайшие, такие в пределах 10 километров. А у вас какая погода сейчас? Софтел.
какой, в смысле, левой стороны? Правой стороны? У нас правостороннее движение. Вы откуда, что вы говорите? Левой стороны. Вроде бы СЕС, но левой стороны в ЕС точно нету. Англия единственная, Великобритания. Я бы, наверное, с левосторонним первоначально не смог бы ездить. Ну, сильно необычно. Здесь уже жарко, плюс 25 в Братиславе. Ну, у нас сейчас плюс 16. И ветер такой, метров 20 в секунду. В Братиславе, да, сильно теплее. В Словакии гораздо теплее, особенно на юге. Там очень комфортная температура. Зимой морозов, можно сказать, там нету. У нас здесь бывает минус 5. Это максимум, что было. Так вот, есть какие водители медленные, едут медленнее, чем надо. И ничего с этим не сделаешь. Если нужно 80, он едет 50, максимум 60 километров. Въезжаем в город Демхам. Я направил, да, чуть левее камеру. Вот, как раз посередине примерно получается обзор. Да, остановка автобусная. Здесь 30 в таком населенном пункте, не больше. Ну, наверное, как в Норвегии. Не был в Норвегии, не скажу точно, только по телевизору видел. А ты, вижу, много где путешествовал. Раз такие познания. Финляндия, Норвегия, ну это Прибалтика, Балтика даже, не Прибалтика, ну. Тут недалеко, тут граница с Германией, там километров 300-400, Дания, после Дании уже Норвегия, Финляндия. Тут где-то 1000 километров до Норвегии, до Осло, 1100 около того. Рукой подать практически. Вот коровки, овечки, вот их тут сильно много. Практически везде. И это так, еще не возле моря. Возле моря там их очень много, там где ветряные станции. То направление. О, подписался, замечательно. Всем, кто у меня на канале, также подписываемся обязательно. Здесь будет очень много контента. Дальше больше. Конечно, не очень сегодня, блядь, ветер, пасмурно. Ну, бывает, солнышко выглядает время от времени. Так.
Сегодня транспорта на дороге немного. Выходной день все-таки. Завтра всем на работу. Да, дороги узкие здесь. Но здесь две машины, только если одна на обочину съедет, а вторая будет ехать только так. И такое практически везде, между маленьких городов по полям. Но две машины никак не разменется, не съезжая на обочину. Все для полей, максимум для полей. Не знаю зачем, но можно было хотя бы на метр шире сделать. Вот здесь речка судоходная, сходят большие суды. Сюда. Паромы, ну, всего такого кучу. С Германии, с Норвегии, с Финляндии тут много разных садов проходит постоянно. Сейчас нету, но будут. Вот, приходится съезжать только. Так. Вот здесь вот единственная плохая дорога на обочине. Вот это единственное место, где не очень. Здесь рыбаков много. Часто сидят. Но они там раньше, чем 12 дня, они не приходят. Они как у нас, например, в 6 утра, там в 5, в 7, ну, пока только светает, у них такое нет. Они поспать, и все, до 12 никого не увидишь раньше. Не понимают, что такое рыбалка настоящая. Да, спасибо, что предупреждаешь, чтобы подписывались автолюбители особо. Ну, сегодня так не сильно затронули тему, только детейлинга слегка. Дальше будет интереснее. Пробуем находить какие-то тематические автовыставки и так далее. Все-таки здесь Германия близко, в пределах 70-75 километров до границы. Ну и в Нидерландах много всего интересного, целое лето, тем более сейчас сезон. Самый большой пик будет в августе, август-сентябрь. Так, здесь, как обычно в Нидерландах, помеха справа, тут равностороннее движение. О, смотрите, какой автомобиль едет. Сейчас покажу вам. Проедем за ним. Не знаю, Форд, не знаю даже, что это. Но что-то интересное, видимо. Польшу напоминает, ну, может, слегка напоминает, но не знаю, я был в Чехии, так и вообще не похоже на Чехию. Ну. Здесь они любят классические автомобили, здесь очень много классики, они помешаны на классических, ну, еще из-за того, что не платить налоги. Здесь, если автомобили старше 40 лет, не платят вообще никакие налоги. Не знаю, как страховку, может страховку, конечно, платят, да, страховку, но налог никакой на автомобиль не платит. В этом большой плюс. Но владеть таким автомобилем очень проблемно, особенно запчасти найти на него. Да, раритет. Настоящий раритет. Не знаю, ну лет 70 так точно. Да больше, чем 70, вообще довоенная.
Сюда направо не нужно. Повернем налево. Вот такие дома у нас в городке небольшом. Примерно около 30 тысяч населения. Здесь везде 30 километров ограничения по брусчатке, по плитке тротуарной. Сюда, влево. Колыма, я не знаю, можно загуглить, я так не эксперт в таких раритетах. Модель даже тоже непонятно, что за модель. Никаких обозначений, ничего нету. Ну, может, Форд какой-то. Неизвестно, Марин. Можно сделать скриншот экрана и загуглить сразу. В объективе сразу покажет, что за автомобиль. Название и все характеристики. Пешеходов пропускаем обязательно. Догони и спросить. Это не как-то неуважительно догнать и спросить. Ну, я не знаю, не такой человек. Это кому там сильно интересно за такие раритеты. Я в них не сильно понимаю. Я больше там после военной техники что-то понимаю, но до военной не. Так, автобус. Разменемся. Это автобус на Гронинген, столицу провинции, типа. Главный город идет. А вот этот раритет едет, или это уже другой? Ну да, это он. Ладно, повернем направо. Это местный парк тут такой хороший, я бы сказал. Бесплатно ставить. В маленьких городах везде парковки бесплатные. Это небольшой город, там где везде платно, там бесплатных практически нигде нету, только далеко от центра. Красиво, природа, да, красивая. Деревня это ваша Европа. Ну, с одной стороны, да, деревня это наша Европа. Здесь и минусов очень много. Можем, конечно, прогуляться. Покажу вам природу Нидерландов, она относительно неплохая. Похоже, да, как у нас. Много разных птичек и так далее. Это парк. Местный парк. Какой объем двигателя у птичек. Одна птичья сила. Я бы так сказал. По-другому не назовешь. Ну. У всех разная сила. Вот здесь много стадионов. Тут в одном городе сюда со всех городов съезжаются, с таких
пределах 30-40 километров как минимум. И тут все увлекаются футболом. И тут стадион на стадионе. 1, 2, 3, около 5, наверное, стадионов. Больших. Это кому интересно, могу показать. Я футболом не увлекаюсь. Никогда не увлекался. Это так, на любителя. Себя покажу. Вот. Во всей красе. Вот идем к стадионам. Да, непонятно кого вносить в винагенты. Это что ты имеешь в виду винагенты? Первый стадион. Сюда заходить запрещено, так где-то с другой стороны можно как-то обойти. Это спорткомплекс тут большой. Иногда гуляю, но не часто. Раз в 2-3 недели, может, выхожу. Ну, сейчас потеплело, сейчас, конечно, можно гораздо чаще выходить, гулять. Природа красивая, свежий воздух. Подальше от машины, от мегаполисов. Это мне больше нравится. Люблю большие города. Никогда не любил. Вот покажу. Ну тут довольно большое поле. Не знаю, как по меркам. Да, кепка модная. Одежду. Это везде не придется покупаю. Это сама мастерка. Это покупал на выставке в том году. Табак Classic GP. Типа Макларен. Кепку заказывал на Алиэкспрессе. Ну, в честь Айртона Сенны, великого гонщика Формулы-1. Вот. Так людей будут пускать, когда там будет какой-то чемпионат, ну или играть. Но в этом стадионе редко играют. Сейчас покажу другие, где в основном играют. В каком смысле, как нам Али доставляет? Али доставляет во все страны мира. Обычно доставляет. Так как и бензин с РФ экспортируется, так и все. По телевизору рассказывают, что-то за это. Все как было, так и есть. Вот здесь футбольное поле, вон там 2 человека пока играют. Не знаю, что так мало, все-таки выходные. Может там какой-то чемпионат показывают по телевизору, я не понимаю, увлекаюсь этим. Так асфальт везде, асфальт даже в полях, на полях везде асфальт. Нет такого, чтобы где-то грязь там или бездорожье, такого не бывает. Пройдемся. Еще тут одно поле. И волейбольные вроде поля есть. Ну, все для спорта. Ну да, красиво. У нас городочек хоть не небольшой, но очень красивый. Птички, природа шикарная. Ну, если не была, можешь побывать. Ждем. Ждем в гости, как говорится. Ну, это такое поле, не поле, такое неблагоухоженное, я бы сказал. Обычного солнца вышло, вот это уже более интересно и увлекательно.
Велосипеды на прокат, да, дают, ну я не знаю, никогда не брал у меня. Есть свой велосипед, я на нем уже, наверное, года полтора не ездил, как минимум. Да, зелено, здесь постоянно зелено, даже зимой зелено. Море, но самая ближайшая точка где-то 40-45 километров отсюда. Так вот этот стадион, где больше всего играют. Этот и там еще напротив покажу. Так море холодное еще, что там на море. Там такое море, то что ближайшее, ну не очень. Можно проехаться, там хорошие ветряные станции. Там, наверное, самое большое количество их во всех Нидерландах. Посмотреть там красиво, да, луга, поля, самое море. Ну, купаться там такое, болото. Ватовое море, это не Северное море. Северное море чуть южнее надо ехать, там ватовое море. У нас два моря в Нидерландах. Да не дешевое электричество, очень дорогое. Для кого-то может и дешевое, я не знаю, у кого есть электростанция, тому, конечно, дешево. Или там солнечные панели, здесь солнечных панелей в Нидерландах на душу населения, на квадратный метр больше всего в мире. Насколько я знаю, по прошлогодней статистике. Вот. Ну странно, я не знаю. Анатолий, привет. Привет. Вы откуда? Подписывайтесь обязательно. Это мы в Нидерландах находимся. Показываю футбольные поля. Кому интересно. Анатолий земляк, да? Ну, видимо, да, судя по имени, да. По-украински написано. Так, ну сейчас направляемся в сторону автомобиля. Покажу еще одно футбольное поле и будем, наверное, заканчивать прямой эфир на сегодня. Все остальное потом выложу в анонсе. Смотрите, заходите, подписывайтесь, ставите колокольчик, ставьте уведомления о новом прямом эфире и так далее. Да не, ну, на футбольном поле, конечно, искусственная трава какая. Я думаю, да. Видно, что искусственная. О, подписался, спасибо. Лауак. Лауак, это как тебя зовут? Лауак. А то так не поймешь, как обращаться к тебе. А, он на прошлом стриме подписался. Помню, да. О, вспомнил. Сергей, приятно познакомиться. Меня Александр зовут. Как сюда пройти? Сейчас попробуем между этих кушерей. Вот здесь играют юношей футбол. Я не знаю, как вы думаете, это большой стадион, небольшой, как стандартно? Я в этом не сильно разбираюсь, подскажите, пожалуйста. Не, у нас дорожки везде, где погулять можно. Не стрёмно, не опасно даже в больших городах. Можно особо даже машины не закрывать, когда нет. Очень безопасная страна. Ночью, не днем всегда не опасно ходить.
Так, будем возвращаться. Так футболисты вон, как это нету. Футболистов здесь много. Нидерланды очень любят футбол. Вот они все. Сидят, загорают. Не споткнуться можно. Так. Так, всем привет, кого не видел. Это конопля. Может и конопля где-то, не знаю. Коноплю я видел, поле одно конопли. Один раз встречал. Все-таки Нидерланды. Что-то что будет. Легалайз. Не пробовал ни разу. Ни коноплю, ни какую травку, ни каких-то там пирожках, ни в чем. И не хочу пробовать. Не мое это. Я даже алкоголь практически не потребляю. Очень редко. В маленьких количествах. Ой, я не знаю, как там детям можно коноплю и травку. Ну, не знаю. Можно тех, кто зашел в кофешоп какой-то местный. И там в середине может все, что хочешь. Не знаю, как там по возрасту ограничения. Ну, вряд ли детям. Да, раньше меньше 18 лет. Вряд ли. 18 лет заходи, все, что хочешь, то и делай. Главное, чтобы внутри, не на улице. На улице можно получить за это штраф. Так думаю. Но мне это не интересует, я не знаю, как оно на самом деле. Вот этот комплекс. Ой, ну с местными мало, с кем я там общаюсь. Ну, язык не очень хорошо знаю. Тут нидерландцы больше за активный отдых. Спортсмены, как говорится. Урны, да, есть. Здесь, как ни странно, есть. А в центре, возле магазинов или еще каких-то, там их вообще нигде нету. Там мусор кидают на пол и все, что у тебя есть. Ну, это ночью, говорю, днем, не знаю. Ну. Ну все, будем прощаться. Поехал я домой. То магазин закрывается через сколько? Через 2,5 часа нужно успеть скупиться и что-то есть готовить. Всем пока. Очень был рад пообщаться. Не знаю еще, как насчет того, оставаться, не оставаться, еще пока мы в раздумье. Поживем, мы видим. Все, пока-пока. Пока.